Всем доброе утро. Делал прогноз по НР. Вы видите примерное движение, я говорил, в район 13. Отсюда либо проторговка и дальнейший рост. Но поскольку у нас получился импульс в район 17,53, то есть это около 90% и быстрый подъем такой аномальный, мы можем рассмотреть 1 минуту. И вы увидите тут очень большой, скажем так, за минуту выкупили эту криптовалюту. Вот как раз эта свеча 90%, и потом начался быстрый слив. В принципе, за следующую минуту упала на 21%, на 21%. Ну и далее в течение 17 минут упала еще на 38%. Сейчас упала в общем на 40%. Вот. И информацию я выставлял 11 еще декабря. Здесь я говорил про движение в район 13. Вот здесь я говорил про некую зону поддержки этой монеты. Ну и в итоге, если рассмотреть 12 часов, мы как раз перешли к поддержке в район средней скользящей линии, и отсюда был такой импульс вверх. Кто успел продать, те молодцы, те, кто не успели продать, ну ничего страшного, зато вы в любом случае в плюсе, поскольку покупали в районе 8-9 за монету. То есть даже 15% это хорошо. В основном, как ни крути, очень много людей, которые заходят в криптовалюту, они прям желают заработать здесь и сейчас деньги, и ничего себе с этим не поделать. Я бы на вашем месте, как раз записываю видео, видите какую-то криптовалюту, интересующую вас, заходите в приложение внизу по ссылке в описании и смотрите первое, где она торгуется, да, на каких криптобиржах. Второе, заходите на свою криптобиржу, где вы обычно торгуете в основном, и начинаете разбирать ее. То есть перед тем, как она выросла, как вы видели, она выросла на 25%, она сильно упала. И начинаете анализировать, насколько она упала, на 46%. То есть у нас 12 часов. Смотрим АТХ монеты. То есть она торговалась даже на $42. То есть первая коррекция у нас была на 74% в течение 83 дней, да, если это глобально посмотреть. Через 83 дня у нас был рост на 143%. И далее опять снижение до 58. На данный момент понять, криптовалюта еще будет корректироваться или еще не будет корректироваться, или уже будет рост, в основном зависит от биткоина, да, как мы неоднократно говорим. Вот. Также смотрите по вот этим индикаторам, где находится глобальная зона сопротивления этой монеты. Мы можем отметить вот эти зоны, и вам необходимо тоже отметить, то есть вот этот такой глобальная зона сопротивления. В случае, если цена пойдет к этой зоне, вы увидите, что, скорее всего, мы дотронемся до этого уровня и будем какую-то иметь проторговку в этом районе, либо отскок и какое-то снижение. Да? Также мы видим, что криптовалюта, которая была добавлена на Binance, она торговалась от примерно 9.55, да, ее минимум, и максимум в тот момент после листинга. Кстати, посмотрите плейлист листингов, вы для себя тоже поймете очень много интересного. То есть максимум был $30, то есть круглая цифра. Если посмотреть, тут это уровень поддержки этой валюты. То есть мы видим в начале приход к этому уровню, отскок, движение опять приход к этому уровню, даже тут раз, два, три, и мы вернулись опять к этому уровню поддержки. Если что-то может случиться, хотя я сомневаюсь, если мы пойдем ниже этого уровня, то тут может быть импульс вниз. Но опять-таки валюта интересная, она используется в разных проектах, поэтому и она сильно хорошо упала, поэтому я думаю, что в основном она должна расти. Как вы видите, этот рост, который составил около 20%, это практически ничто с тем, как она росла в течение 37 дней на 137%. Или же на протяжении 13 дней на 100%. И еще добавим это 26 дней 200%. Это тогда, когда, в принципе, биткоин хорошо рос. Сейчас, конечно, можно сказать, что пока мы не вышли за среднескользящую, это все как бы нисходящее движение. То есть мы можем здесь
колупаться довольно-таки долго. Вот, вы должны линии тренда примерно рисовать, да, когда мы видим, что вот она линия, мы дотронулись до ней, отскочили, и пока мы ее локально не пробьем, движения вверх пока не будет. Это мои, конечно же, мысли, мой, скажем так, опыт. Вы должны пропускать всю информацию через свой опыт, знаете, как через свою парадигму мира и, конечно же, думать своей головой. Что вам необходимо также делать? То есть анализировать криптовалюту на разных таймфреймах. Если это мы рассматриваем на один день, то понятно, что тут речь не идет, если вы вдруг решили использовать большие плечи. И большие плечи это значит даже больше 50x это большие плечи. Потому что в основном все проблемы у вас из-за хотения, хотелок очень быстро заработать. Когда вы начинаете заходить в сделку в лонг на больших плечах, я уже рассказывал, минус 40% или минус 10% при плечах от 10x, от 5x может вынести ваши деньги полностью без восстановления. Вот. И когда у вас большие минуса, минус 1000, 10 тысяч долларов, тогда, конечно же, вы думаете, почему вы не закрыли раньше. Поэтому, когда вы видите, вы должны видеть этот тренд нисходящий или восходящий, вы должны реагировать сразу, страховать себя стопом. Вот, собственно говоря, вы видите график биткоина. Когда вот это график биткоина, это график Cake, да? И если, как вы видите, провести такой мини-анализ, то вы можете заметить, что движение биткоина вниз, движение криптовалюты вниз. То есть, когда биткоин, допустим, растет, у всех, конечно же, своя волатильность. Но когда биткоин растет, то и начинают расти другие криптовалюты. То есть, в основном, вот нисходящее движение по биткоину, вот вы видите, и нисходящее движение по криптовалюте Cake. Как только тут происходит проторговка по биткоину, тут уже начинают какие-то, как правильно сказать, какое-то надежда, да, на то, что уже и криптовалюта вырастет. То есть понятно, что криптовалюты, альткоины, они растут больше всех, больше биткоина, и это нужно тоже учитывать. Поэтому торгуйте на споте, не торопитесь. Смотрите на объемы покупок-продаж, где у нас были самые большие проторговка, да, большая проторговка. Вот это тоже вам будет информационно полезно, потому что вот это один день, мы видим здесь, в этом уровне большие были скопления, да, покупок-продаж, некая зона сопротивления, когда цена ниже этой зоны, и мы видим следующий день, то же самое у нас тут есть проторговка, здесь цена пытается выйти опять до уровня, вот этого уровня вчерашней проторговки, и опять снижение, пробитие уровня тогда поддержки, да, локальный, и выход опять на новые уровни ценовые. И опять-таки вот биткоин, вот это криптовалюта, то есть падение биткоина. Поэтому мы и говорим информацию постоянно по биткоину, где она находится и что нужно делать. В следующем видео разберем, скажем так, пример, как я бы вам порекомендовал анализировать эту криптовалюту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем удачной торговли. Никогда не спешите торговать. Прочитайте, кстати, на нашем телеграм-канале разную информацию. Здесь есть даже прогнозы от бота. Очень простая, на самом деле, программа. Она ищет те прогнозы, которые есть на TradingView, и вы можете их просто смотреть, анализировать, учиться, думать, почему именно так спрогнозировал трейдер. Есть интересные вещи, есть неинтересные. Также почитайте вот наши советы для вас, поскольку они очень ценные, видео есть, поскольку очень ценные для новичков. Да. Такой опыт, и не оставляйте без внимания, скажем так. Также смотрите разные видео, есть листинги, есть прогнозы, и советую начать изучать наш канал. Всем спасибо, всем пока.